Уважаемые гости, добрый день. Для тех, кто только что к нам присоединился, позвольте вас поприветствовать, во-первых, на платформе и на форуме Казанского института развития образования. Во-вторых, позвольте еще раз вас поприветствовать в стенах Первой международной школы Казани. Сейчас мы начинаем третий модуль, и он будет посвящен программе обучения в средней школе MYP Middle Years Program. Сегодня у вас будет возможность познакомиться с нашими учителями, с нашими учащимися, и мы сможем вам подробно рассказать о том, как мы работаем, как у нас проходят уроки. Меня зовут Салимгарай Ильшатович, я заместитель директора, курирую среднюю школу, и с вашего позволения я буду сегодня вам переводить и делать какие-то комментарии. И нашим первым спикером будет мистер Бен Хёрн. Он ведет и science, биологию, и химию, и на примере своего урока, на примере того, как он ведет свои занятия, мы бы сегодня хотели рассказать, как строится образование Международной школы Казани и что такое MYP на практике. Mr. Hearn, the floor is yours, but before we start, подскажите, пожалуйста, уважаемые гости, как-нибудь дайте знать, слышно ли нас хорошо. Да, хорошо слышно. Большое спасибо. Mr. Hearn, the floor is yours. I'll be translating. Brilliant. Thank you very much, Mr. Ilse. Thank you. Okay, is it possible to please begin the presentation? Мы бы хотели начать с презентации. К первому слайду можно вернуться? Слайд 104. Brilliant. Thank you very much. So today what I want to speak to you about is I want to speak to you about how we lead the MYP Sciences program here at the International School of Kazan. Позвольте сегодня поделиться тем, как мы преподаем программу Science в рамках MYP, в рамках программы средней школы в Международной школе Казани. And the main theme of my segment of the presentation is to talk to you about how we can use a concept-based approach towards teaching science. И основная задача, основная тема сегодня, я бы хотел рассказать вам о том, как мы используем подход, основанный именно на больших идеях, подход, основанный на концепциях в преподавании естественно-научного блока. And in addition to that, what I would like to do is I would like to talk about how classical teaching methods that are often used in the Russian and British curriculum are different to the types of teaching techniques that are used in the MYP curriculum. Ну и дополнительно позвольте вам рассказать, на мой взгляд, чем отличаются традиционный подход в обучении химии и естествознания в российской школе, в традиционной британской школе, от того, как мы работаем в IB-школе и в программе MYP. So to do this today, I'm going to use a case study where I look at my own lesson. И для того, чтобы это вам все рассказать, позвольте вам продемонстрировать то, как я работаю у себя на уроке. I look forward to the end of the presentation when hopefully we can have a reflective dialogue on this, but there are three main things I want to look at. I would like to look at teaching using a concept-based approach. I would like to look at teaching using interdisciplinary study that combines many subjects together. And then last of all, I'd like to think more deeply about how students can apply their knowledge to different classes. Я надеюсь, что у нас будет время, и у нас останется время на сессию вопросов-ответов. И мистер Хёрн говорит, что сегодня он будет говорить о трех вещах. Первое, о том, как он использует концепцию, подхода к концепции больших идей в преподавании химии, как он использует подход междисциплинарности, вот этот метод, и как он помогает своим учащимся использовать эти знания на других предметах. So, the first thing I want to do is I want to provide a little bit of background information to you. The class in question was a grade 9 chemistry class. They are a relatively small class. They are 11 students. And of those 11 students,
10 of these students have learned English as a second language and have Russian as their first language. Позвольте вам дать определенные входные данные. Урок, который проходил и о котором мы сегодня будем говорить, это 9 класс, урок химии. Он относительно небольшой класс, там 11 учащихся, и 10 из этих учащихся, они являются не носителем языка. Для них английский язык не родной. And as you can see from the diagram in the top right, with this being a chemistry lesson, the main concept or one of the main subjects for this chemistry lesson was scales. And more specifically here, we were looking at the pH scale during this lesson. И как вы уже видите на диаграмме справа, основной темой и основным юнитом сегодня будет шкала кислотностей. Мы как раз вот это будем изучать. But in addition to considering the pH scale that is used in chemistry, we also wanted to look at an overall concept of relationship. Но помимо юнита, который мы сейчас с вами проговорили, у нас основная идея, основная концепция – это взаимоотношения. And then last of all, within that, we want to look at how we can bring balance to different relationships. И дополнительно к этому мы бы хотели принести определенный баланс вот в эти взаимоотношения. То есть это то, через какие концепции и через какие дополнительные концепции мистер Хёрн будет смотреть на тему шкалы кислотности. With the ultimate aim here for students to apply what they have learned in their chemistry class about relationships, scales, and balance to other subject areas. Для нас очень важно, основной задачей заключается не просто изучение химии, чтобы они узнали вот эту тему, но чтобы они смогли потом свои познания, те навыки в области взаимоотношений и баланса в этих взаимоотношениях перенести и на другие предметы. So, to begin the lesson, I like to open with a very, very broad question. As a matter of fact, I have not even opened with a question here. I have asked the students to tell me anything that they know about acids. И в начале урока я обычно начинаю с очень общего большого вопроса. И я попросил моих учащихся записать все, что они знают о кислотах. Все, что они услышали когда-нибудь, прочитали когда-нибудь, эту информацию они должны были записать. And this is very useful for me as a teacher because it gives a form of formative feedback. I'm able to assess what the students already know, but I can also assess whether or not they have any specific interests when it comes to learning about acids. И как учитель это для меня очень полезный инструмент, потому что я провожу своего рода формирующее оценивание, когда я понимаю, что учащиеся уже знают, и есть ли какие-нибудь особые интересы в этой области. So what I'm going to show to you on the next slide is I'm actually going to show to you an example of some student work here. И на следующем слайде позвольте вам показать, как некоторые примеры того, как учащиеся ответили. On the left-hand side of the screen, you can see work by a student who already has good background information on acids and the pH scale. Слева, к примеру, вы можете увидеть ответ учащегося, у которого есть уже достаточно хорошее познание в области того, что такое кислота и что такое шкала кислот. And then on the right-hand side, I've chosen this as an example for two reasons. The first reason here is that our student has mentioned that acid can be used to treat acne, a skincare problem. И справа я хотел вам показать вот этот пример по нескольким причинам. Мы видим, что ученик отвечает, что с помощью кислоты можно лечить акне или заболевания какой-то кожи. However, they have also included a slight misconception here. They have mentioned to me that toothpaste contains an acid. И они в том числе здесь показали общее заблуждение, которое распространено по поводу кислоты. Они написали, что кислота находится в зубной пасте. We are actually able to correct this misconception very quickly, and we are able to inform the student, in fact, toothpaste contains an alkaline. И мы сразу же можем какое-то недопонимание, если есть по поводу кислоты, и здесь исправить и сказать, что на самом деле в зубной пасте находится не кислота, а щелочь.
So very soon, what I'm going to show to you is I'm going to show you some footage from my lesson. It is a very short video that uses some small-scale experiments to try and make the students enthusiastic about the topic. И в ближайшее время я покажу вам небольшой отрывок этого урока, где мы видим, как ученики заинтересованы, и насколько у них большой энтузиазм есть по поводу этой темы. Okay, another thing that I needed to discuss very briefly is I wanted to discuss how I was linking concepts from this lesson to the idea of balance. И еще, чем я хотел с вами поделиться? Я хотел обсудить то, как я связываю большую идею, вот эту концепцию, с темой баланса, гармонии. Here I'm talking about how balance is important in the human body. Я с учениками здесь проговорил, насколько важен баланс в организме человека. So, for example, we have acid in our stomach. К примеру, мы понимаем и мы знаем, что есть кислота в нашем желудке. But then we also need to be aware of balance to correct certain environmental problems, like acid spills. И плюс ко всему мы понимаем, что гармония, она должна быть и в окружающей среде, потому что есть определенные проблемы, если кислота, допустим, есть выброс кислоты или проливается кислота где-то, это создает экологическую катастрофу, экологическую проблему. And so, as I mentioned before now, what I'm going to show you is some brief footage now from my lesson, about 30 seconds long, that highlights the small-scale experiments that I asked my students to complete. Позвольте, как я уже проговорил вам в следующем слайде, вам показать очень небольшой отрывок видео с урока, который я провел. If you have heartburn and stomach acid leaves your stomach into your esophagus, how much heartburn medication do you need to take to neutralize that acid? Okay, that's going to be your question today. So, towards the end of the video, I hope you were able to hear the question that I was asking the students. Уважаемые гости, я очень надеюсь, что вы смогли услышать тот вопрос, который я задал в самом конце видео. I was asking the students, in the event that they have excess stomach acid that rises into the esophagus, В том случае, если кислота, которая находится в желудке, поднимается наверх, how much medicine and what concentration of that medicine would be needed to alleviate that excess stomach acid? и, по-простому, по-русски мы называем, что у кого-то есть изжога, да? Сколько должен человек выпить лекарства от изжоги, чтобы этой проблемы больше не было? And this is what we are trying to achieve here. We are trying to get students to apply their learning to a real-world problem. И для нас очень важной задачей заключается то, что мы учим наших детей, чтобы они применяли свои знания в реальных ситуациях. So, just to give a brief reflection on this segment of the lesson, I briefly explain the substances to the students. But then I ask one student in the class, okay, to then carry out the experiment for the other students. So this is a student-centered, student-led investigation. Мистер Хёрн рассказывает именно то, как он проводит свой урок. Сначала он объясняет, какие бывают элементы, что такое кислота. Затем он предлагает учащимся самим провести этот эксперимент. Мы понимаем, что в центре образовательного процесса здесь находится ученик, и основная их задача – это именно заинтересованность и то, как они исследуют это. Называется вот именно investigate, то есть какое они исследование проводят. And just to mention one last time, at the end of them testing all of the different substances to identify their pH, I then ask the students how much of the heartburn medication would be needed to neutralize and restore balance to the stomach acid. Ну и в самом конце у учащихся задача использовать определенные тесты для того, чтобы определить уровень кислотности в каждом веществе. Тем самым они смогут ответить, сколько необходимо лекарства,
чтобы снизить кислотность желудки и избавиться от изжоги. And now on the next slide, I'm going to show another video, this time showing the students completing this investigation. They're going to try and find out how much medicine is needed. И на следующем слайде позвольте вам показать и объяснить, как ученики пришли к какому выводу, и сейчас вы это увидите. Almost. No, it's not, but it's a little bit. It's warm. Well, when you It is warm. when you're under it, it turns pink when you're under it. Wait, look at it when it hits the water. Wait, are you sure it doesn't? Yeah. Go. Does that count? Go. Here. Yeah. It turns pink when you're under it. Yeah, that's just because this is hitting the the thing. Go. But then when it's mixed in, it's not. Go. Why is it? Stop. Stop. Wait. Go. Is it? It gets warm. Yes, it's actually when I said 21. No, but it's not. I mean, yeah, but almost, but it started. Stop. Oh, it's so cool. Okay, now go slowly. Stop. I wonder if you can choose different colors. Green ones. Stop. Whoa, I wish we had like a different color every time. Wait, stop. Yeah. Okay, yeah, We're Mr. done. Okay, and what is your result there? We had 25. 25. 25. Okay, so Yeah. 25 centimeter cubed required. So to For 15. neutralize, That's a whole. okay, there you go. That's the amount you need to take. In terms of medicine, that's the amount you need to take to neutralize excess stomach acid that has risen into your esophagus. Okay, so again, as I mentioned before, we tried to make the practical work here at ISK as student-centered as possible and as investigative as possible. Как мы уже проговаривали ранее, мы делаем все возможное, чтобы образовательный процесс, он был сконцентрирован на ученике, чтобы он был в центре этого процесса, и максимально, чтобы исследование было ключом к познанию наших учащихся. And what I've done here is I have just tried to show the difference between a classical line of questioning. Сейчас на данном слайде я бы хотел вам показать, какой мог бы быть подход классический к объяснению темы. So a classic question in a chemistry textbook might ask what volume and concentration of magnesium chloride is needed to neutralize 200 ml of 1 molar hydrochloric acid. Ну, к примеру, вопрос мог звучать таким образом. Какой объем и какой концентрации нам необходимо хлористый магний, чтобы нейтрализовать 200 мл соляной кислоты? But then a more modern MYP-based approach is to ask a question that has real-world application. Ну и у нас более современный, более подходящий для нашей ситуации будет подход MYP, What volume? Sorry. когда мы используем наши знания для решения повседневных задач. What volume of heartburn medication is required to alleviate the effects of heartburn? Какой объем препаратов нам необходимо принять для того, чтобы избавиться от изжоги? Does drinking water alleviate the effects of heartburn? И может быть даже такой вопрос. Если просто пить воду, сможет ли это помочь избавиться от изжоги? And then last of all, what experimentation can answer these questions? Ну и самый последний вопрос. Какие эксперименты необходимо провести, что необходимо сделать для того, чтобы мы, учащиеся, смогли ответить на эти вопросы? Now, you must excuse me because I'm conscious of the time. Я прошу прощения, потому что у нас ограничения по времени есть. But I want to talk very, very quickly about the importance of collaboration. Я хотел проговорить о важности сотрудничества среди учащихся. I believe it teaches good teamwork skills. Я верю в то, что у учащихся мы должны развивать навыки работы в команде. And that it teaches children to have pride of their work. И это помогает нашим учащимся гордиться, радоваться своей работой. Now, last of all, it is important that the lesson has an overall concept. И самое последнее, о чем я хотел проговорить. Для нас важно, чтобы была общая концепция урока. And that students are then making links
between their chemistry class and other subjects. И это поможет нашим учащимся выстраивать связи с другими предметами. Они знают химию, и они будут знать, как это применять и на других предметах. Now, this does require some prompting to do. The children do require training in this. И, естественно, это само по себе не придет. Детям необходимо помогать, необходим определенный тренинг. But with time, they begin to make very good links. Но с прохождением определенного количества времени и правильных подходов учащиеся начинают это делать. And here are some examples. Я бы хотел вам показать несколько примеров того, как мы это делаем. Students were making discussions such as we need to have chemical balances, such as we need to have a blood-sugar balance. Учащиеся обсуждают, что необходим химический баланс. К примеру, баланс сахара в крови. Students were also discussing how the pH scale and the Richter scale are both logarithmic scales. И они также обсуждают взаимоотношения и как связаны, допустим, шкала кислотности и шкала Рихтера. Мы понимаем, что они оба логарифмические шкалы. Last of all, in summary, our science program here at ISK, a lot like the IB and MYP philosophy, tries to be as student-centered, as concept-based, and as interdisciplinary as possible. И подытоживая, уважаемые гости, позвольте сказать, что программа преподавания, программы естествознания в программе MYP и в принципе в IB, она, во-первых, основана на том, что ученик находится в центре. Для нас очень важно, чтобы была трансдисциплинарность, междисциплинарность. И самое важное, мистер Хёрн говорит, что to be inquiry-based, чтобы у учащихся был живой интерес и желание познавать новое. And last of all, that concludes my section of the presentation. I would like to thank you for your time and your attention. Уважаемые гости, позвольте вас поблагодарить и сказать большое спасибо за ваше внимание. I would like to thank my translator, Mr. Ilso. Thank you very much. And then last of all, I would just like to say it's a great honor to be able to speak to you all today, and I hope you found this section of the presentation to be informative. И мистер Хёрн подытожил, говорит, что для нас было честью сегодня выступать перед вами. Надеемся, что вы сможете взять для себя что-то полезное из того, что мы вам рассказали. Большое спасибо, хорошего дня.